Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я хочу сделать для вас общий расклад Таро про мысли, чувства, планы, действия загаданного мужчины по отношению к вам. Мужчины тоже могут смотреть со стороны на себя, и, может быть, получать какие-то подсказки, советы, инсайты по ситуации. Мы посмотрим коротко, какая ситуация между вами на здесь и сейчас. Потом быстренько заглянем, что было. Потом посмотрим, после того, что было, что происходит сейчас, что есть сейчас и что будет дальше. Давайте, коты ассоциируются у нас с какой-то тайной, да, может быть, с какой-то непонятностью, хитростью. И посмотрим, что за хитрая ситуация происходит у вас сегодня. Так, здесь правосудие, дело идет, нужно принимать, во-первых, решение, нужна правда, нужна истина, да, и нужно принять взвешенное решение, нужно договариваться о чем-то, и, может быть, нужно отстаивать позицию в браке, да. Треугольники тут могут быть в этих отношениях. Вдруг соперница, соперник. Дальше. Мужчина не может, никак не может решить, что ему делать с прошлыми отношениями. И тут прошлый брак имеет весомое, давайте вот так вот, очень весомое значение. Я сегодня поставил лампу немножко, давайте мы ее вот так поставим. Имеет очень весомое значение на мужчину. То есть он как будто бы не может решить с наследством, с алиментами, или с прошлыми отношениями, или постоянно думает, или возвращается, к прошлому. Может быть, уходит периодически. То есть по весам вам как минимум трудно успокоить качели, но как минимум это трудно сделать мужчине вашему, да. И давайте. Мужчина перед выбором, оставлять ему прошлое или не оставлять. Здесь. Так, дальше. Здесь еще есть и сила. И смотрите, есть сильное влияние женщины на мужчину. Причем оно идет по огню. Это, скорее всего, женщина либо огненная, либо воздушная. По воздушной женщине здесь весы, близнецы, водолей, по огненной, естественно, львица, овница и стрелица. Огненное влияние — это не только сила характера, достаточно сильная соперница или сильная жена, или вы сильная личность, но и не исключенная сила магическая. Мы ее допускаем, но не делаем диагностики негатива здесь в этом раскладе. Как-то в ближайшее время, если вы хотите, чтобы я сделал диагностику на негатив, напишите в комментариях. А если вам нужно обратиться по этому вопросу, пишите мне. Контакты указаны в закрепленном комментарии и в описании под настоящим видео. Так, давайте дальше. Что происходит? Вот здесь вот мужчина, вот он то уходит, то возвращается. Но сейчас происходит вроде бы как мужчина ушел, да? Или мужчина уходит, вот он или на пороге, или вот покинул только порог. Может быть, он сейчас у бывшей жены. Здесь больше похоже бывшая жена. Вы его скорее всего, это вы, огненная львица. Вы напишите: я огненная котольвица или тигрица, или кто вы там. Котица, да. Я огненная котица дала ему на все 4 котица, да. Тут мужчина ушел или уходит сейчас. Понятно, 8 чаш, никуда тут не денешься. Тут, смотрите, тут явное такое соперничество, где ситуация, да, где 2 женщины как минимум соперничают. Причем мужчина может соперничать, не мужчина, а женщина может соперничать как с женой, так и с матерью. Это часто архетип матери. И он здесь не важно, да, мать тут тоже даже может, если мать жива, то мать на стороне там жены, да, вот как минимум не любовницы. Окей, ситуация немножко подзависла, подзастряла, это может даже и вы теперь не знаете, и что теперь, как говорится, и что теперь делать с этим, да. Вот, нужна передышка какая-то, или вы чувствуете, что нужно отдохнуть. Чтобы опять качельки качнулись, и он вернулся, да. И вы надеетесь, что он опять появится, потому что уже было подобное. Вот он уже уходил, и опять он, появится, да. Это дух подсказывает, да. Ситуация такая, смотрите, вот 5 карт у нас, да. Это намерение. Карта всегда, да, огонь. Это воздух.
Это у нас вода, это земля, но это материальное проявление, это сила духа, да. Дух говорит, что жди возвращения, видите. Хорошо. Давайте теперь тогда, не затягивая, посмотрим очень-очень быстро. Что всегда для него, для вашего партнера было справедливостью, вот так вот. Что он, ну, больше всего ценил в ваших отношениях. Вот так быстро пройдемся в прошлом. Вашу любовь. Вот он любил вас, вот если вы часто спрашиваете женщин, он любил меня или нет, что это было? Да, это любовь, это чувство, туз огня. И он любил от вас, ну, любил вас, извините, да, не только любовь, вот эти чувства, но и вот если вы сказали что-то, то вы это делаете. То есть вы человек обязательный, стабильный. Вот это интересно, кстати. Хорошо. Что его всегда удерживало с вами? Именно удерживало. Или что ему с прошлого не дает от вас отойти, уйти, да? Это именно у вас сейчас вопросы идут пока что. Вообще карта это заземление, эта карта очень, ну, как не очень хорошая, но вы знаете, ваша выдержка. Вы умело прятали переживания, эмоцию, боль и страдания. И, возможно, эта эмоция сейчас в вас, ну, если она недопрожита, то она вам будет причинять боль. Вот если вы сейчас чувствуете боль, больно вам, ну, физически, там, голова начала болеть, руки, ноги, горло, бок, там, плечи, шея, сердце, ноги, низ живота и так далее, как у женщины. Обычно вот какие-то соматические проявления часто, то вот это вот, вы знаете тогда об этом, то есть вы могли прятать вот это. То есть он мог вас там как-то, ну, не обидеть, а может быть даже вот не отреагировать на какое-то слово. Вот вы это прятали и выдерживали любой его бзик. Давайте так назовем это бзиком, да, вот. Ну, бзик или финт ушами, да, вот. Или его причуды, да, маскировали. Хорошо, какая сила держала его возле вас? Именно сила. Вот она. Сила вашей красоты. Вы, женщина, очень красивая. Мало того, что красивая, вы еще и умная. И это сила Водолея. Ну, ваши интеллекты, ваше умение общаться. А здесь общение имеет роль. И оно является главной энергетической компонентой. То есть будете общаться, будет подвижки. Не будете общаться, ну, будет тяжело. Ну, теперь давайте посмотрим, что его отталкивало всегда от вас. Именно отталкивало. Вот это силы скрепления, выдержка, красота, ум и... Выдержка, красота, ум и умение любить. Вот вы умеете любить. Есть люди, которые это не умеют. Хотя, ну, как бы... Как можно не уметь любить? А вот так. Есть некие травмы, и ну, человек боится этого делать, как минимум. Он закрыт, как говорится. Хорошо, что его выталкивает? Из прошлого, что выталкивало, не подходило. Ну, смотрите, здесь все-таки это все больше ваши карты. Немножко не совпадали планы у вас. Это не совпадение, это планы, намерения. Как бы не намерения, а цели, нереализованные цели. Ну и ваша где-то гордость это. Это нереализованная гордыня, и может быть где-то чуть-чуть вы-то умеете маскировать, но что-то вы чересчур может быть замаскировано. Это рак по раку. Рак это всегда, как знаете, вот уйти в нору, спрятаться и закрыться. То есть чрезмерная может быть где-то молчаливость или чрезмерно неадекватная, молчаливая реакция на внешние раздражители, да. Ну вот вы много проглатывали, да, вот того, что не надо было, на что нужно было дать реакцию сразу, да. В психологическом аспекте вот есть такое понятие, как проглотить, да, и не дать реакции, не дать обратной связи, да, то есть молчание, да, некое. Давайте так, давно ли у вас соперница, посмотрим. Вот именно если вот взять эту соперницу, там жену, и как она давно вам мешает. И мешает ли она вам вообще. Давайте вот так посмотрим. И мешает ли она вам вообще.
Ну, она мешает вам. Она мешает вам, и как минимум из-за нее, скорее всего, отказ. То есть именно выпадает карта отказ, и может быть она говорит: да нет, ты к нему не пойдешь. Ой, к ней, извините, да. Ну, к вам, да, ему. То есть, по сути, она закрывает вам дорогу, к сожалению. Тут я понимаю, да, вы скажете сейчас, это чушь, мужчина сам должен. Ну, вот когда вы говорите должен, это все, это вам никто ничего не должен, что вы расслабьтесь. Вот. Это обстоятельства, это стечение потоков хаоса. И здесь просто она закрывает. Как она? Она может встать вот так постоянно на порог, и все, и она не выпускает, а у него не хватает силы. Да, он с ней не может пройти именно проход порога. Это называется пройти линию Тора, да, то есть вот когда человек у тебя на пороге стоит, это линия Тора условно, да. Да, закрывает. Окей. Что говорит дух о прошлом, о ваших чувствах? О ваших чувствах. Что было в прошлом? Что он к вам еще чувствовал, да? Ну, помимо вашей любви. Да, двойка земли, он чувствовал контроль, он чувствовал вашу заинтересованность, и он этого не ожидал. Он чувствовал, что вот ваше объединение, оно, ну, оно как бы к лучшему, да, в лучшую сторону будет менять ситуацию. То есть он чувствовал разницу между прошлым, да, между там соперницей, женой, любовницей, и чувствовал, что, знаете, как это не ухудшит ситуацию. То есть он как бы по сути надеялся на то, что будет не хуже. И вот какие чувства вас свели? Чувства изменения реальности в лучшую сторону. И вы это чувствовали, и он это чувствовал. Но и где-то он чувствовал, что несмотря на то, что вы умели скрывать что-то, вы очень такая женщина, контролер и умеющая производить инициативу. Но там соперница ваша, она может быть еще более сильный контролер, понимаете? Скорее всего, так и есть. Поэтому вот вашего молчания здесь немножко, оно играет с вами такую роль, благодаря которой вы проигрываете, да, то есть это не лучшее ваше качество в ситуации соперничества, да, где-то с ним в отношениях непосредственно это вам помогает, хотя оно в конечном итоге вредит, да, вам в соматике, да, вам больно. Окей, что сейчас он думает о вас, вот в эту минуту, прямо сейчас, его мысли о вас прямо сейчас. Он все еще думает, что будет продолжение, как бы надеется, и знаете, как бы подумает, как он это сделает. Он еще не знает, и он не умеет еще это делать, да, то есть, может, он не умеет оттолкнуть соперницу, да, и пройти через линию Тора. Но он думает, как он сможет пробить эту стену, да, непонимания между вами. Давайте посмотрим, что еще думает. Что еще думает? Думает, что ему нелегко, и он думает, что попал такой, знаете, в некий такой замес, где много планов и много женщин, ну, влияет на его судьбу на самом деле. Здесь все-таки семерка и тройка, это как колесо фортуны, и он не знает, как с этим справиться. Он думает, что, блин, ну я так устал вот это все менять, постоянно с этим бороться, да. А на меня постоянно оказывается давление. Поэтому давление здесь, обратите внимание, огненное, по огню идет. И то, что я говорил, на него очень сильно давит. И давит, может быть, и не одна женщина. Там может быть и сестра, и мама, и жена, да, одновременно. Поэтому, а может быть еще и дочка, да, допустим, и не одна. По сути, мы видим здесь 4 женщины, как минимум. Вы, там, жена, там, любовница, мама и, может быть, точно. Окей, давайте посмотрим его. Вот как он расценивает ситуацию у нас здесь и сейчас. Именно как он к ней относится. Что эта ситуация для него значит. Или что значит то, что происходит между вами. Ну, смотрите, это сугубо мужская карта, но у него ситуация как бы под контролем. Я вам так скажу. И, да вы знаете, он привык, что его контролируют постоянно. Да, вот эти 2 карты, они контрольные. По сути, точки контроля. Ну, для него это новый опыт, и он не сдается, давайте так скажем. То есть он не опустил руки. И, ну, да, он привык как бы быть между, да, между 2 огней. Да, здесь и здесь. Поэтому для него это полученный, уже пройденный опыт, и
вновь получаемый опыт, и в этом опыте он готов обучаться, да, вот так вот скажем. Поэтому для него ничего необычного здесь нет. То есть он в этой ситуации себя, может быть, даже чувствует, ну, давайте назовем как рыба в воде, хотя это не рыба, ну, луна в Стрельце. По сути, да, это не мешает ему жить. Вот так вот. Почему? Да, какая разница, да? Хорошо, а какие чувства у него к вам сейчас? И я бы хотел спросить, какие скрытые чувства у него к вам? Скрытые чувства. Видите, дьявол, он не может вас просто так бросить, точно так же, как и ее. По дьяволу он может чувствовать, что что-то не то. Может быть, там, что жена ему там по дьяволу закрывает дорогу. Отказ, да, рядом. Ну, это может быть там закрытая дорога в вашу сторону, там чудит, да, там ходит, колдует. Вижу только дьявола, не вижу жрицу. Ну, жрица где-то спрятана. Где она тут прячется? Может, выпадет. Но мы сейчас другой колодой еще пройдемся, посмотрим. Поэтому он чувствует, что да не может он вас забыть, эту страсть, да, вот он не может, энергии очень много, огня. Здесь он чувствует тяготение к дьяволу или к дьяволице, смотрите. И он без вас не может, он это чувствует, и он это скрывает тщательно. Маскирует опять точно так же, как и вы, да, то есть это скрытая карта. А какое явное чувство он сейчас проявляет? То это то, что не видят, скорее всего, ни вы, ни его другая женщина, не ваша соперница. А вот чувство, которое реально он транслирует. А неправильно задан вопрос. Наверное, не о чувстве надо спросить. А какой вопрос надо спросить? Давайте спросим. А что нам надо спросить? Что нам надо посмотреть? Башня, да? А какое чувство дает ему, сводит его с ума? Вот. Какое чувство сводит его с ума? Тут огонь, башня, давайте, смотрите, Марс. Вы знаете, он зависим от вас сексуально. Это прям огня столько здесь. Он прям горит весь. Он прямо вот как о вас подумает, и все, он начинает... Вот тут очень, знаете, вы как бы, ну, по сути, вы его то ли привязали к себе красотой, любовью, своими качествами. То есть есть какое-то качество в вас, чего нет в сопернице. Давайте посмотрим, чего нет в сопернице. Вот. Чего нет соперницы как раз. Вот мы посмотрим. Сейчас откроем солнце, да. Потому что башня это прям такое напряжение сильное. Умение любить. Всадница воды. Вот вы знаете, вот вы такой человек обволакивающий. Это хорошее качество. Я могу сейчас много ассоциаций приводить. Там с медузой, с осьминогом, там или с... Это морским таким, это водное, да. Или всадница воды. Это умение оседлать чувства. Оседлать. Вы хороший актер. Ну, актриса. Вы напишите, вы хорошая актриса. Напишите, да, я красивая, талантливая, опытная актриса. Вот поэтому он и сходит по мне с ума, ему сносит башню, да? Да, интересно. Давайте посмотрим. Какие планы у него? Вот именно вот по тройке земли, он же, видите, как продолжать, да? Продолжать, но ему тяжело. Он немножко, знаете, как притомился, но все равно чувствует, что добьется своего. Вот. Да? Добьется своего. Засранец. Да? Ну, напишите, как вы его нежно к нему так это обращаетесь. Какие у него планы на вас? Восьмерка воды. Может все-таки он уйти, но внезапно даст вам какую-то информацию. То есть он вам в ближайшее время напишет. Причем это сделает тайно. Кстати, я вам так еще скажу. Вам надо как-то перевести эти отношения в разряд, ну, тайны, да, то есть как бы скрывать поменьше информации. Там может быть фотографии, там где-то там инстаграмы всякие, вроде фейсбуки, ну и так далее, да. В планах пока что отдалиться, но держать вас на связи. И он внезапно появится и даст о себе знать. Смотрите, стрела, вы прямо неожиданно получите от него какую-то весточку. Окей. То есть в его планах дать о себе знать, но на дистанции. Восьмерка воды и восьмерка воды. Быть пока на дистанции. То есть ему нужно пересидеть. Переждать в воде, понимаете? Перебороть какие-то свои чувства. Давайте так, как он будет проявляться, помимо того, что он даст о себе знать, да? То есть он напишет, появится, если хотите, чтобы это произошло, на паузу и пишем. Хочу, чтобы написал, хочу, чтобы появился, дал о себе знать. Хотя бы дал о себе знать, где он, да? Ну, что будет делать.
Но он будет искать с вами встречи, причем он будет это делать тайно. Все, рак идет по раку, здесь очень много развития, по водным знакам, да. Да даже водолей, он такой, он воздушный, но он в воде, да, водолей. И будет искать тайные встречи с вами. Вот он не может. Вы его взяли вот именно вот водою, телом, душой, вот таким вот, какими-то своими женскими чарами. Он не может без этих женских чар. Я вам так скажу, что помимо того, что может быть, конечно, там жена его или любовница, или там эта женщина, у вас тут хватает, тут соперницы две, достаточно сильные такие ведьмачки, да. Давайте посмотрим, на что он готов пойти ради вас. На что он готов пойти ради вас. Вот так вот. Почему? Потому что вот это вот максимальное проявление мужского достоинства. Вот эта девятка, да. Ну, во-первых, он готов обучаться. То есть, это человек, ну, иерофант — это всегда обучение. И он готов терпеть любые ваши выходки. Вот вы ему будете показывать там, да, что-то, да, показывать такое, прям транслировать. А он с этим будет справляться. Поэтому давайте так скажем. Ваша роль пассивной актрисы требует перезагрузки и выхода на сцену, ну, давайте такой темпераментной стервы, давайте так скажем, да. Ну, не обязательно стервы, ну, или вот если вы играли какую-то там роль, да, бэк-вокал, да, вот вы хотите на первую роль, то есть если вы начнете, давайте так это можно сказать, мочить, да, вот от слова, вы сами понимаете, да, вот в каком контексте. Ну, мочить — это делать то, что прям из ряда вон. Ну, вот из ряда вон он будет... На что он готов пойти? Он готов принимать вас такой, какая вы есть. Это очень круто, кстати. Не каждый человек принимает, да, тебя такой, как ты есть. Поэтому вот он на это пойдет. И смотрите, тут у вас потенциально постоянно... На что он еще готов пойти? А иерофант — это брак. Понимаете? То есть, как бы вы еще... Ну, давайте так скажем. Где-то... Ну, прошли половину опыта с этим человеком. И, условно говоря, играть с роли, с пьесы этой, да, или этого сериала вам нужно продолжать. Вы вынуждены. Вы еще, может быть, будете проходить это магию впереди свою и магию ее, да. То есть, вот средняя ось, да, тут она как бы на оси иерофанта, и как бы и ваш брак еще, если это... Ну, мужчина из вашего брака пытается уйти, а вы держать его. Или вы хотите уйти. То есть вам, ну, еще нужно тогда будет отвязывать энергетически себя от него, да, если вы хотите уйти каким-то образом. У вас тут самое интересное, я вам так скажу, еще впереди. То есть для того, чтобы уйти ему от вас, от нее, или вам от него, или ей от него, это нужно еще пройти очень мощную энергию Солнца. И тут дьявол, и скрытых энергий, которые в материи. То есть это и имущество, и же с ним. Да, и работа, и бизнес, и так далее. То есть это сильнейшая трансформация материи. То есть это поведет еще... Ну, готовы ли вы к этому? Ну, может быть, да. Ну, а для того, чтобы вы были готовы, ну, может быть, эти события происходят. Да? Хорошо. Давайте так скажем. По дьяволу, кого он может выбрать все-таки? Да, вот часто женщины задают особенно вопрос, он выберет меня или соперницу? Давайте посмотрим, что за карта будет. И посмотрим, да. Ну, тут воздушный знак может выбрать. По воздушному знаку это часто жена. Вот, но все равно это весы, это водолей и близнецы. Ну, это тоже, кстати, близнецовая карта. Здесь написано телец, но вообще по знаку зодиака это иерофант, это чистые весы. Близнецы, извините. Поэтому тут весы, близнецы, водолей. И начинается все с весов. Имейте это в виду. Но он может выбрать того, с кем он спокоен. То есть он чувствует себя спокойно. Хорошо. Давайте так посмотрим, как он видит или каким он видит будущее, именно ваше. Почему говорю о будущем? Потому что это свет, ну, как бы, архетип будущего, да, телец и козерог здесь в башне — это материя. То есть каким он видит будущее? Каким он видит будущее? Он видит будущее, во-первых, спокойным, он тоже уже подустал, ваш мужчина, да, и хочет, чтобы вот это все уже прекратилось. Реально.
где женщины, да, допустим, то одна падает там в воду и начинает какие-то качели, то другая. И я вам тут советую пойти по линии мочить воду. Вода, вода, вода. Но смотрите, делайте это аккуратно. Делайте это аккуратно и не вымачивайте все сразу, как говорится, да, не вываливайте все свои козыри постепенно. Но, тем не менее, он бы хотел, чтобы возле него была слабая женщина, которую бы он мог спасать. Но только это спасение не было бы вашей манипуляцией. Вот так вот. Ну, такое вот. Будете ли вы вместе? Смотрите. Паш, двойка земли и всадница воды. Будете ли вы вместе и даст ли ваша личная сила вам возможность удержать этого мужчину, вернуть, изменить все в этих, в этом круговороте чувств и событий. Вот так. Но смотрите, шестерка жезлов, да, шестерка огня. Какая-то женщина победит. Снова рука на том самом месте, и снова эта бутылка, да, вверху. Смотрите, вы будете вместе, если продолжите борьбу, конкуренцию, изворотливость, трансформацию. Эта карта не обязательно, знаете, как говорю, борьбу и женщина. Я не буду за него бороться, я устала, я слабая, пошел вон. Хорошо, это не всегда борьба, это просто сила льва. То есть, если вы будете продолжать прокачивать по себе вот эту силу огня, то я не исключаю, что эти отношения продолжатся. Поэтому здесь нужно проявлять какую-то инициативу. Я не говорю, что прям вы должны взять, одеть там какие-то доспехи, озбруить коня, сесть на него, обуздать коня, да, сесть на него и поскакать там в сражение, да, магическое или там физическое или там кармическое. Нет. Здесь это о том, что намерение льва — это игра. То есть ваша задача — это, вот услышьте, продолжать игру. Я уже говорил об этом. То есть это шоу, оно must go on. Это сериал и эта пьеса, она не закончена. Вы где-то на середине. Поэтому шансы у вас есть. И шансы на победу есть. Это карта победителя Юпитера и льва. То есть Юпитер во льве — это всегда победитель и хозяин ситуации. Поэтому кто станет хозяйкой ситуации? Хозяином станет мужчина, а хозяйкой ситуации станет та женщина, которая будет продолжать проявлять инициативу и понимать и осознавать свое место в этом кино, спектакле или театре жизни. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. Оставайтесь на связи, и все буде добре. От побачите. Па-па.